Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, юридический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на январь 2026 года для стрельцов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то обратите, пожалуйста, внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Либо, если вы не знаете точное время своего рождения, то хотя бы знак зодиака Луны. То есть все равно нужно построить свой гороскоп и посмотреть, в каком знаке зодиака у вас находилась Луна. Как построить свой гороскоп в ведическом стиле и как узнать свой восходящий знак, знак зодиака Луны, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка будет в описании, в комментариях к этому видео. Также в описании, в комментариях к этому видео есть ссылка на мой сайт, где можно записаться на обучение по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И помимо этого еще под каждым видео пересчитаны даты, в которых Солнце было в тех или иных знаках по ведической астрологии. То есть, если вы не разбираетесь, не можете построить там восходящий знак, узнать знак зодиака Луны, можете смотреть по этим датам. Но прогнозы по дате, в которой находилось Солнце в знаке зодиака, они все-таки не так хорошо работают, как прогнозы по восходящему знаку и прогнозы по Луне. Если вы не хотите вообще заморачиваться, строить там чего-то, переходить по ссылкам, разбираться, просто напишите в комментариях дату, время, которое вам известно вашего рождения, и место вашего рождения. Я посмотрю для вас и напишу знак зодиака, для которого вам нужно смотреть прогнозы на моем канале и на каналах других ведических астрологов. И теперь давайте говорить о тенденциях января для стрельцов. Первое январское событие – это полнолуние 3 января в вашем 7-м доме гороскопа, в доме партнерства, брака, личной жизни, команд, коллективов. И полнолуние – это завершающий процесс, ясность какая-то, финал, какая-то кульминация. И 7-й дом – это дом партнерства, брака, личной жизни, поэтому полнолуние в 7-м доме гороскопа может давать завершение какого-то этапа в жизни вашего партнера. И не всегда это значительное событие. Партнер ходил на курсы, последний день занятий на курсе, и у вас происходит полнолуние в 7-м доме гороскопа. Также в некоторых случаях это может быть разлука с партнером по браку, личной жизни, выход из каких-то команд, завершение какого-то процесса в команде. То есть все, что касается отношений я и другие люди, с которыми мы взаимодействуем как команда. Это не друзья, не братья и сестры, а те, с кем мы в одной упряжке находимся и выполняем какую-то определенную функцию. И я напомню, что в январь вы входили со скоплением планет в вашем первом доме гороскопа. Это было время, ну пока что я еще записываю, когда еще это скопление даже не зашло, но все-таки, кто будет пересматривать гороскоп, напоминаю, что на начало января будет скопление планет в вашем первом доме гороскопа. Это вы сами, это ваша личность, ваше тело, все внимание к вам, к вашему здоровью, где-то посвятить, где-то даже про себя рассказать, потому что там и Солнце в первом доме гороскопа, заявляем о себе. Но во второй половине января фокус у нас немножко смещается на другие сферы жизни. Сейчас я вам буду рассказывать. Значит, с 13 января по 5 февраля ваш второй дом гороскопа, дом денег, ресурсов, родительской семьи, дом речи, питания, заходит Венера. И Венера у нас это первая такая ласточка, которая говорит, что вы как будто бы весь январь аккумулируете деньги на что-то. То есть если говорить прямым языком, вот такую трактовку современную этой Венеры дать, то получается, что вы как будто бы со своих счетов деньги переводите в наличные, снимаете, обнуляете свои счета и переводите их в наличные, чтобы потом этими наличными рассчитываться. То есть у меня сложилось ощущение, когда я записывала себе конспект прогноза на месяц, что вы, может быть, будете планировать какую-то крупную покупку. Например, решили стрельцы купить квартиру. И начинается так.
квартира стоит столько-то, мне нужно столько-то вот снять денег со счета, столько-то взять у мамы, папы, столько-то одолжить у брата, столько-то взять кредит. И вот Венера это первая такая планета, которая указывает на то, что деньги аккумулируются вот в каких-то местах со всех сторон, как будто бы к вам приходят вот эти вот денежные потоки, либо вот очень много у вас трат будет. И сейчас как бы начинается аккумулирование на эти траты. Также Венера дает указания на то, что могут быть такие процедуры, как лечение зубов, лечение зрения, щитовидной железы, может быть занятия такими, как они называются, боже мой, ну не иностранными языками, хотя иностранными языками тоже, но еще и вокалом, украшение зубов, зрения, то есть может быть очки подбирать и все в таком роде, налаживание отношений с родителями, какая-то любовь к родителям условно, потому что это Венера. И точно так же это какое-то восстановление сил, потому что второй дом это дом ресурсов, а Венера это все-таки планета наслаждения, то есть наслаждаться тем, что у вас есть какое-то время, либо тем, что у вас есть какие-то возможности, какие-то ресурсы, и восстанавливать их по Венере, потому что такие вот злые планеты, условно, они тратят наши ресурсы, а мягкие планеты, они дают нам немножко накопить жирок энергетический. И вот Венера, она такая, для того, чтобы немножко наслаждаться где-то питанием, наслаждаться где-то, может быть, поехать к маме с папой, чтобы они нас хорошенько откормили. Вот это по Венере. С 14 января по 13 февраля в ваш второй дом гороскопа заходит Солнце. Солнце тоже про восстановление сил, потому что Солнце часто очень дает прием витаминов, необходимость принимать витамины, разбираться с питанием, смотреть, чтобы это там питание было правильное, может быть, наводить порядок. Солнце во втором доме гороскопа может еще означать какой-то праздник, какое-то событие в родительской семье, какие-то мероприятия в родительской семье. Но тоже Солнце проясняет что-то по поводу денег. И тоже Солнце указывает на то, что вот в этот раз как будто бы, может быть, папа дает вам деньги, либо отец, учитель, руководитель, либо вы получаете деньги от обмена иностранной валюты. Точно так же вашей, опять же, выводить куда-то, может там что-то с долларом будет, рухнет доллар или там, ну, какая-то вот такая история, когда вам нужно перевести на национальную валюту. И могут быть доходы от преподавания, от национальности какие-то доходы, может быть какие-то назначения каких-то пособий, изменение уровня пособия, все в таком роде. То есть тут у вас, может быть, я тут много буду повторений каких-то говорить, но все про деньги. Все про деньги, все про ваши ресурсы будет. Вот прям вот такая тенденция. С 16 января по 23 февраля во второй дом гороскопа заходит Марс. И Марс у нас тоже про то, чтобы получать деньги, допустим, от темы детей, от темы обучения, от темы, ну, например, если вы беременная женщина, вы родите ребенка и будете получать детское пособие. Также, может быть, вы, допустим, какую-то игру проведете, выступите где-то и от этого получите деньги. Но Марс и на траты большие. И Солнце тоже, оно на траты. Солнце на то, чтобы что-нибудь брендовое себе прикупить, что-нибудь, что вот такое, чтобы пустить пыль в глаза. То, что вы себе обычно не позволяете. Марс может давать и покупки такие крупные наподобие недвижимости, либо что-то для недвижимости. В целом тут большие траты тоже предусмотрены, как будто бы вы собираете деньги отовсюду и что-то покупаете. Помимо этого, Марс, конечно, уже ухудшает отношения с родителями, потому что Марс это планета такая конфликтненькая, но все равно такие достаточно неплохие комбинации у вас формируются в вашем втором доме гороскопа, поэтому это могут быть, конечно, какие-то разногласия, но не критичные. И еще Марс во втором доме гороскопа может давать такое хирургическое лечение зубов, какие-то вмешательства, то есть может быть у вас запланировано пломбу какую-то поставить или что-то в этом роде может быть.
Но наравне с приемом витаминов не забывайте и о профилактике простудных заболеваний, потому что второй дом это дом горла, вот это вот лица. И когда Марс идет по второму дому гороскопа, очень часто именно простуда нас настигает. Поэтому, а тем более, что у вас до этого все транзиты были по первому дому гороскопа, вы как бы могли много сил тратить, потому что все внимание к себе. И возможно, много энергии и активности, и сейчас настало время поддержать свой организм, потому что, возможно, он немножко истощился предыдущими транзитами, когда нужно было много себя как-то демонстрировать. И с 17 января по 13 февраля во втором доме гороскопа будет еще и Меркурий. И Меркурий вот эту вот цепочку деньги, 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 он прям замыкает. Меркурий это планета общения, коммуникации, интереса, и мы много будем говорить про деньги. Либо будем много говорить с родителями, либо будем много говорить об уровне наших ресурсов, нашей энергии, либо много говорим про зубы, про глаза, про лицо, то есть какие-то планы строим и все в таком роде. Но, как правило, Меркурий во втором доме гороскопа, он все равно дает обеспокоенность, либо надо считать, вот все-таки сколько же у меня все-таки получилось, там сколько я насобирал вот по сусекам наскреб со всех источников. Помимо этого, тут еще есть тенденция на то, что и партнеры могут помогать деньгами, либо какие-то команды, либо от какого-то партнерства, от консультирования какие-то деньги. И то, что вы своим статусом можете как-то влиять на родителей. Например, у вас есть какой-то статус, и вы благодаря этому статусу можете там пробить родителям лечение, либо пробить родителям путевку или что-нибудь в таком роде. Не очень литературное слово пробить, я согласна, но вот такая вот как будто бы комбинация, что вы своим статусом влияете на родителей. В некоторых случаях стрельцы получат повышение заработной платы, я думаю, по этому Меркурию в первую очередь, то есть статус наш меняется, меняется уровень наших доходов. Но в целом думаю, что вы поймете, о чем речь, на что вы собираетесь тратить много денег и что покупать. И 18 января будет новолуние в вашем втором доме гороскопа. Новолуние во втором доме гороскопа как раз-таки у нас про то, что либо в родительской семье что-то новое происходит, начало какого-то нового процесса, либо у вас появляется новый источник дохода. Это какая-то может быть крупная выплата, либо это может быть новая работа, либо это может быть что-то связанное с лечением зубов, зрения. Ну, даже не всегда, конечно, новолуние очень так критично проигрывается, не всегда очень громко проигрывается. Иногда бывают какие-то просто буквально мелочи. Сходили один раз на занятие иностранным языком, у вас вот новолуние во втором доме гороскопа. В общем, что-то все равно такое будет связанное с деньгами, я думаю, в любом случае, и с тем, что вы там что-то аккумулируете, и с тем, что вы на что-то будете тратить, либо на что-то собирать, вот чтобы что-то купить грандиозное. Это, мне кажется, вот очень точно. Итак, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на январь 2026 года для стрельцов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.